Привет! Сегодня чисто случайно оказался в городе Пелгжимов и как раз сейчас иду в центр города посмотреть, что же здесь есть интересного. Думаю, вам будет тоже интересно, покажу главные достопримечательности этого маленького городка. Исторические центры чешских городов выглядят приблизительно всегда одинаково. То есть в центре города красивая мэрия, напротив нее обычно главный собор, ну и, соответственно, красивые мещанские дома. Вот мы сейчас как раз проходим, я так понимаю, главную церковь города Пелгжимова. Как раз видите позади меня. Обратите внимание, также необычный стиль S-граффита. Видно, да, вам? И вот сейчас все это пройдем, посмотрим. Как раз нахожусь в центре города Пелгжимов. И обратите внимание, прямо перед вами с этой стороны, когда мы заходили, стены, то есть это внутренний периметр города, и уже в наше время он, конечно же, вышел за пределы стен, разросся. Но и вот это центральная площадь, где представлены красивейшие дома, как раз которые можно здесь увидеть. Можно сказать, главные достопримечательности Пелгжимова. И сейчас вот так вам все это по периметру покажу. Красиво, довольно-таки необычно, интересно. Кстати, если вы заметили, уже идет подготовка к Рождеству полным ходом, то есть видите, уже везде гирлянды, уже готовятся к праздникам. Ну и вот, кстати, к тем, кто часто спрашивает, как выглядят города в Чехии и главное, какова ситуация там с населением, с туристами и так далее. Вот посмотрите, центральная площадь, вы видите, в принципе, никого. Потому что сейчас все разъехались, сегодня суббота, все разъехались по Чехии, по ближайшим странам, отдыхают, навещают семьи, проводят активно время. Поэтому в городах, даже где 600 тысяч населения, в центре города выходишь и просто можно кричать «Ау!». Какая-то такая сцена, как будто бы прошел какой-то катаклизм и со всеми что-то произошло. Необычно. Я думаю, вам будет интересно, обратите внимание, вот уже видно не только город, украшает, но и также во всех магазинах уже рождественская тематика. Видно, да, уже? Прикольно. Прагу также уже начинают украшать, так что действительно интересно, есть на что посмотреть. И уже полноценно, грубо говоря, с середины ноября начнется уже красивая пора, Рождества. И вот иду по одной из улочек, очень красиво, атмосферненько, и вот сейчас как раз выходим за городские стены, за городские ворота, посмотрим, что там. По идее, там должен быть новый город, новые постройки, и сейчас увидим это вместе с вами. Городские стены мы уже с вами прошли, находимся за их пределами, и вот здесь обычные домики, все тихо, красиво, убрано. То есть посмотрите, вот это обычная жизнь маленького чешского города Пелгжимов. Кстати, друзья, как вы относитесь к подобным видео, когда я снимаю улочки каких-то маленьких городков, в которые попадаю случайно и обычно беру с собой камеру и вам пытаюсь снять что-то интересное. Почему вам не рассказываю более какую-то информативную историю? Потому что в этой части Чехии почему-то у меня нет интернета, и я не могу прочитать, что же связано интересного с этим городом. Но, в принципе, потом уже приеду домой и посмотрю, конечно же. Поэтому сейчас это больше красивые виды, красивые картинки, да и вообще красивые улочки маленького города. И вот сейчас опять же проходим очередную стену, возвращаемся в исторический центр. Вот видите. И там опять будет что-то необычное и интересное. Здесь как раз можно посмотреть, из чего состоит исторический центр. То есть мы с вами прошли по вот этой как раз улочке и где-то вот здесь прошли обратно, вернулись. Соответственно, это я вам все показывал. Красиво, очень даже интересно. И пойдем дальше. И вот опять маленьким таким тихим, спокойным проходом выхожу на центральную площадь, где мы уже были. И да, это, конечно, шикарно. Я всегда люблю выходить на подобные огромные площадя и смотреть на всю эту красоту. Посмотрите, как красиво. Красота.
Ребята, прогуливаясь по улочкам Пелжимова, обратил внимание вот на эту необычную красивую скульптуру. А оказывается, еще это наш самый известный святой, это святой Вацлав. Ну и также обратите внимание, наверху на колокольне два персонажа. Каждые 15 минут они издают перезвон и двигаются. Ну прикольно. Что-то наподобие астрономических часов в Праге. И сейчас пройдем как раз вот этими боковыми улочками и выйдем обратно на парковку. Ну и конечно же, как же без Яна Непомуцкого. И вот он как раз прямо перед нами, известный святой, у которого вы, да и я на Карловом мосту всегда загадываем нематериальные желания. К сожалению, сейчас все закрыто, потому что уже сегодня 2 ноября, и со 2 ноября действует следующее правило, что большинство замков, красивых мест закрывается, потому что уже считается низкий сезон. Хотя это ошибочно, потому что сейчас ноябрь, декабрь и середина января это просто будет бум. Поэтому, если будет желание, пишите, погуляем с вами по Праге, пройду вам экскурсию. Пишите, все вам расскажу, покажу. И, соответственно, будет, думаю, очень интересно. Опять же, вот симпатичный барельеф, видите, наверху тоже Ян Непомуцкий, звездочки. Ну, тут о Яне Непомуцком говорят очень много, практически, наверное, в каждом городке Чехии. Ну и мы уже возвращаемся на парковку. Кстати, чтобы вы понимали, парковка стоит 10 крон, практически даром, а в выходные дни и в праздники она бесплатна. И вот сейчас возвращаюсь к машине и буду ехать дальше. Надеюсь, вам это видео понравилось. Оно было больше обзорное, то есть менее информативное, но тем не менее я хотел просто что-то вам показать новое, красивое и небольшую зарисовку из жизни чешского маленького города. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Нравится ли вам такой формат? Были ли вы в городе Пелжимов? Да и вообще, какие города в Чехии вам нравятся, кроме известных достопримечательностей, известных направлений. Пока!